Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Подборка моментов, когда Чангук очень хочет, но не совсем может перед камерой. Девятое место. Ну и, конечно же, касания Тэхёна, от которых жарко не только Чангуку, но и нам. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Слухи подтвердились». В этот день Чангук выбрал Тэхёна, игнорируя остальных. Чангук дал понять, кто для него действительно важен. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Эпизод, когда Чангук подошел к Тэхёну, сказав, что он выглядит красиво, а тот, намекнув на то, что камера их снимает, дал понять: «Не сейчас, детка». Седьмое место. Да мы все дышать от этого перестаем. Шестое место. Поведение пары. Легендарный ракурс и легендарная разница. Тэхён каждый раз, когда рядом с ним Чангук. Пятое место. Взгляд Чангука на Тэхёна кричит: «Он забавный, но я люблю его». Четвертое место. Забота.
Не могу обойти момент, когда участники катались на роликах, и Тэхён, как полагается истинному мишке, неуклюже пытался с ними совладать, а Чангук не отходил от него ни на шаг, пытаясь сохранить ему жизнь. Третье место. Новости. Новый аккаунт Чангука в Instagram превысил отметку в 11 миллионов подписчиков. И это еще только начало. Обсудим это? Тэхён стал новым лицом бренда Snow Peak Apparel, японской компании, специализирующейся на высококачественном снаряжении и одежде для кемпинга, основанной в 1958 году Юкио Ямаи. Бренд известен своим стремлением соединять людей с природой и друг с другом, делая акцент на восстанавливающем отдыхе на природе и комфортной домашней атмосфере кемпинга. Тэхён и природа – это что-то совершенно новое. Кажется, он идеально вписывается в атмосферу Snow Peak, где гармония, уют и свежий воздух становятся частью каждого момента. Этот нереальный образ Тэхён. Объявление о выпуске капсульной коллекции в флагманском магазине Calvin Klein в Японии, которую носил Чангук. Calvin Klein Harayaka Store Limited. Выпущена ограниченная капсульная коллекция, которую можно приобрести только по билетам и талонам из-за ограниченного количества товаров, так как в день открытия ожидается большое количество посетителей. Вход и обслуживание по билетам с 12 часов ровно, строго по порядку пронумерованных талонов. Но не расстраивайтесь. Думаю, что вскоре коллекцию смогут пополнить, и тогда одежду смогут приобрести все желающие. Клянусь, я ничего милее, Интересные комментарии о рекламе Тэхёна. Мой результат – TOEIC. Тест по английскому языку для международного общения был испорчен, но когда я вижу тебя, я улыбаюсь. Какое свежее лицо. Можно почти почувствовать, как рекламодатели рады. Не говоря уже о его популярности, у него хороший имидж, и он даже красивый. Хороший имидж – это не только популярность, он отражает позитивную и незапятнанную репутацию в обществе. У каждого человека свой антистресс в жизни. У Тэхёна – Вон Чангук.
малоиламский новостной канал «Монорама» сообщил о первой подаче Тэхёна на матче Доджерс. Все, чем занимается кей-поп сенсация Тэхён, всегда получает огромный отклик и восторженные отклики. Так и на этот раз новость, вызвавшая большой интерес, связана с Лос-Анджелесом. На матче Лададжес первый бросок сделает никто иной, как Тэхён. Любой фанат Малб знает об этой предстоящей игре Даджес. И не только поклонники бейсбола, но и фанаты Тэхёна с нетерпением ждут этого матча. Причина проста. 25 августа на стадионе Даджи первый символический питч выполнит кей-поп сенсация Тэхён. В Малб этот церемониальный бросок имеет особое значение, поэтому участие Тэхёна делает событие еще более уникальным. Фанаты, вы готовы? Тэхён выйдет на поле, чтобы сделать первый питч на стадионе Даджес. Более того, разные билетные платформы столкнулись с перегрузкой из-за огромного наплыва желающих. Мы тоже ждем с нетерпением. Для нас это не просто спортивное событие, это еще одно доказательство того, что Тэхён становится иконой, выходящей далеко за рамки кей-поп. Какая укладка волос Чангука вам больше нравится? Я выбираю однозначно эту укладку Чангука. Согласно сайту McDonald's, будет выпущено два набора игрушек Тинитан для Happy Meal Throwback Edition 3 сентября, где персонажи будут в нарядах, которые они носили в рекламе BTS Meal в 2021 году. Encore Edition 23 сентября, где они будут в нарядах, отсылающих ко второму легендарному сотрудничеству с франшизой. Также будет проходить событие Magic Meetup в Лос-Анджелесе, где можно будет погрузиться в ритм Тинитан с помощью иммерсивного мультисенсорного опыта, наполненного музыкой и магией Happy Meal 28 сентября в Невест. И, наконец, будет доступна игра Тинитан Power Up, которую можно активировать, отсканировав QR-код на коробке Happy Meal. Ну что же, минус фигура и деньги. Но мы все равно ждем с нетерпением. Просто представьте, насколько сильно BTS любит этого кролика. Ким Чангук в своем YouTube-блоге упомянул Тэйкук. Ким Чангук сказал: «Недавно наш Ма Сонха сфотографировался вместе с Чангуком, это было вот на этом месте». Подожди-ка, я точно помню, что нас трое фотографировалось. Ким Чангук, Ма Сонха, Чангук. С Чангуком. Но лично я, будь то Тэхён или Чангук, сам никогда первым не предлагаю сфотографироваться. Эти шикарные брови. Хасок упомянул Чангука, тогда Чангук будет там сидеть. И он будет там сбоку. Или можно сделать эффектный выход. Он рассказал, что придумал, а что если музыка внезапно остановится? Как будто случайно.
Пока я выступаю, как будто случайно, а потом я говорю: «Извините, пойду проверю», и ухожу со сцены. Но музыка стартует, и он выходит в точно таком же костюме, как у меня. Я подумал, армия действительно заставляет мыслить. Я говорил с режиссером, на главной сцене гостей не будет, но на энкоре будут. Пока что запланирован Чангук. В другой день будет Краш. Когда все свои. Начну с того, что сегодня, по корейскому времени, фандом празднует выход клипа BTS к песне Dynamite. Dynamite – феномен. Песня стала первой полностью англоязычной работой группы и принесла исторические достижения. Дебют номер 1 в Billboard Hot 100, первый раз для K-pop, 32 недели в чарте. Возглавила Billboard Global 200 и Global Excl. US одновременно. Первая номинация BTS и корейского артиста на премию Грэмми за Best Pop Duo и Group Performance. Клип установил мировые рекорды, более 3 миллионов зрителей на премьере YouTube. Dynamite стала символом глобального успеха BTS и открыла для ребят новую страницу в мировой музыкальной истории. Когда с любимым смотрите одни и те же тренды и даете всему миру подсказки на свои отношения. В другой вселенной мы давным-давно погибли бы от такого спортсмена Тэхёна. Чангук играет на сцене обморок, а Тэхён сразу подходит оживлять. Одежда, которую носил Чангук, была мгновенно распродана, что свидетельствует о сильнейшем эффекте Чангука. 17 числа, по корейскому времени, толстовка с капюшоном и застежкой-молнией, в которой Чангук выступал на прямой трансляции под названием «Бадада» в фан-сообществе Weverse, мгновенно раскупилась в официальном торговом центре. В день прямой трансляции официальный аккаунт World Music Awards (WMA) объявил: все размеры толстовки с застежкой-молнией Лую Дэн, которую Чангук носил на пляже во время выступления BTS на Weverse, уже распроданы на официальном сайте магазина. В тот день в эфире Чангук продемонстрировал свое естественное, но в то же время сдержанное сексуальное очарование в сером топе без рукавов и черной кофте с капюшоном на молнии. Он также продемонстрировал еще более модный и стильный образ с серьгами и пирсингом на губе. Зарубежные СМИ K-pop также сообщила через свой официальный аккаунт, что когда толстовка с капюшоном Руден Вождь Зипа, в которой Чангук носил выступление BTS на Weverse Beach Live, была распродана, фанаты отреагировали фразой «Sold out King» – «Распродан король Чангук». 31 июля маска, которую Чангук носил во время своего зарубежного визита в Лос-Анджелес, временно распродалась.
Атрибутика Чангука для прямой трансляции, включая пивные бокалы, ароматические свечи, кружки и миски с рисом из морских водорослей, раскупалась одна за другой. После его мукбанга бренд курицы, купленный им на собственные деньги, даже поднялся на первое и шестое место по популярности в поисковых запросах в режиме реального времени в приложениях для доставки. Помимо этого, Чангук продолжил эффект Чангука, в результате которого множество товаров – одежда, обувь, сумки, зубные щетки, духи, вино и многое другое – мгновенно раскупались, а заказы резко возросли. Чангук также упомянул кондиционер для белья и камбучу, что привело к глобальной распродаже и взрывному росту продаж. Ловите витаминку. Один eye contact. С ним так хорошо. Кхм, молодой человек. Я не могу отвести от тебя взгляд. Для Чангука хейтить животных – огромный триггер. Он уже проходил через это и не показывал потом Гурыма. Как люди могут хейтить собачку? Животное не заслуживает никакого хейта. И Чангук не заслуживает того, чтобы его любимого питомца превращали в объект нападок. Я не могу без прикосновений к тебе.
У Чангука действительно аура звезды. Итак, теперь вы знаете, что я бывший танцор, ставший сценаристом и консультантом по сценариям. И я не очень много знаю о кей-поп. И вот вы присылаете мне видео кей-поп-артистов, которых, по вашему мнению, я должен посмотреть. Надеюсь, я правильно произношу его имя, Чангук, да? И все, что я могу сказать. Большинство кей-поп-исполнителей, которых я видел, меня особо не впечатлили. Я видел их как танцоров, понимаете? Возможно, это танцоры, которые умеют петь, что отличается от певца, который умеет танцевать. Но у них не было той самой искры, понимаете, о чем я? Чангук ощущается как настоящая звезда. Потому что он выступает, а это отличается от простого исполнения движений и пения песен. Большая часть того, что я видел до этого. Опять же, мой словарный запас в области кей-поп не такой большой, казалось очень роботизированный. Выйти на сцену, отработать номер, попытаться быть идеальными. Я перформер. И я привлекаю внимание не потому, что я обязательно лучший в конкретном навыке. Может быть, в чем-то вы лучше меня, но я все равно выйду и выступлю. Я покажу себя. И вот это и есть то самое суперзвездное качество. Это то, что было у Бейонсе, Майкла Джексона, Дайаны Росс, Сиска. Есть люди, которым лучше быть в группе. Есть те, кто расцветает в группе. Они понимают свое место в команде. Многие не хотят быть сольным артистом, не хотят быть ведущим певцом, не хотят стоять впереди. А есть такие, кто просто сияет. И он это делает. К тому же кто-то прислал мне видео, где он поет вживую. Безопасное место. Вопрос. Есть ли у тебя какие-то личные цели как артиста? Ответ Чангука. Я понимаю, что важно выражать свои собственные цвета. Я также хочу иметь возможность проявлять себя в разных цветах, как артист. Разные жанры, стили, тексты песен, голоса. Я хочу знать, как далеко я могу зайти, и проверить свой предел. Я бы отдал все сердца мира тебе. Медиа-СМИ Star News Korea. Первый сольный альбом Чангука Golden, выпущенный в ноябре 2023 года, занял 15 место в списке самых продаваемых альбомов всех времен по версии Hanteo Chart, что является самым высоким показателем среди сольных исполнителей. Чангук продемонстрировал свои способности, став единственным сольным исполнителем, вошедшим в двадцатку лучших с альбомом, обойдя многие группы. Второе место. Это так интимно. Мое любимое тотемное животное. Я когда вижу это. Эти публикации Чангука и Тэхёна после армии в стиле «Угадай, чё вкину» доводят уже до сердечного приступа.
Первое место. Его маленькая и большая слабость. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.